Салют, people! Очень странно, но да, есть новые карты AMD, которые ниже, чем RRC. Хотя при этом рост цен на ЦПшки в РФ просто невероятен. При этом начался полный запрет выплат средств в Twitch, Patreon, OnlyFans и других платформ. И скажем еще сегодня парочку слов о Паше Дурове и его блокировке Телеграма. Итак, Mind Factory — это один из самых известных немецких интернет-магазинов техники. В прошедшие выходные опубликовал страницу со специальным предложением. Это видеокарты партнеров AMD, которые продаются ниже рекомендованной цены. Но, увы, это не какая-то топовая или даже среднего сегмента видеокарта. Это RX 6500 XT. Но, видимо, этот обрубок может хоть так заберут. Да и из запасов карт немалые. Вроде бы как 58 моделей ASRock AXT за 200 евро и 32 модели за 230 евро. Хотя и в таких условиях их не особо шибко быстро разбирают. В итоге, изначально у нас было две модели. Это RX 6500 XT Challenger ITX и Gigabyte Radeon RX 6500 XT Eagle, которые продавались в магазине за 199 евро. Правда, вот сейчас они уже подорожали до 230. Хотя вот ASRock Radeon 6500 XT Phantom Gaming DOC, ранее которая продавалась за 250 евро, сейчас стоит 230. Если же рассматривать цены в контексте, то немецкая рекомендованная производителем розничная цена для базовой модели видеокарты AMD Radeon 6500 XT составляет 209 евро. И кроме того, в Германии применяется НДС в размере 19%, что делает модель ASRock ITX примерно 160 евро без учета налога с продаж. Но если мы проведем эту сумму в доллары США, получаем 182 бакса до вычета налога с продаж. Что ж, ребятки, новые ограничения в России на санкциях не остановились, и если что, о них мы говорили в этом видосе. Теперь многие блогеры не могут вывести деньги от донатов и подписок с таких ресурсов, как Twitch, Patreon и OnlyFans. Насколько мне известно, есть еще платформы какие-то, но инфы не нашел, а подробнее, к сожалению или к счастью, именно информация про OnlyFans. Так вот, говорят, что вебкам-модели при первой же попытке вывода средств, сервисы-посредники не просто блокируют переводы, но и каким-то образом ограничивают учетные записи пользователей, причем даже снимают значки верификации со страниц моделей и портят рейтинг. И при этом пока что нет никаких официальных комментариев с этих площадок. Но тут стоит понимать одну важную деталь. В отказе от выплат на российские счета не всегда принимают официальные представители крупных ресурсов, ну то есть там тот же Twitch, OnlyFans и так далее. Очень часто стриминговые ресурсы работают в контексте монетизации контента с сервисами-посредниками, которые и берут на себя всю заботу о переводах между банками разных стран, а уже они, в свою очередь, вводят запреты и ограничения. Так что вот так. Что касается процессоров, роста цен, Intel, AMD и так далее. Смотрите, нынче поставки AMD и Intel в сторону РФ прекращены, я вам уже об этом говорил. Возможно временно, возможно нет, но все равно под всю эту суету началась вакханалия с ценами. Поэтому ряд магазинов и подняли цены на так называемый типа дефицитный товар. И вот вам, пожалуйста, перечень 4 магазинов с нынешними ценами и РРЦ. Ну, думаю, разница вам в глаза кинется сразу. Тот же Nix вообще живут в параллельной вселенной. Ну, они 9-ю ряженку 5950X пытаются втюхать за 172 2000. Не знаю, что у них на уме и что курили их менеджеры, но, по-моему, даже это просто жесткий перебор. И с учетом курса валют, даже нынешнего, ну, красная цена процессора это 70 тысяч, но никак не 170. Однако на всем этом фоне более-менее адекватными являются Ragard, ну, во всяком случае, пока что. Хотя, насколько я знаю, они просто перестали продавать эти процессоры. То есть, как бы, процы есть, ценники есть, но продажи нет. Но здесь, в принципе, понятно. Мало ли дефицит, так можно будет рубить бабло вот здесь и сейчас в 2х, если не больше. За DNS я вообще молчу, там ими уже заинтересовался ФАС, то есть антимонопольное сообщество, ну, в общем, я раньше об этом говорил. Так что, ребятки, с процессорами дела вот именно такие. Ну и крайняя новость на сегодня касается блокировки Телеграма, которая оказалась не блокировкой. В чем история? Недавно Павел Дуров на своем официальном канале заявил, что рассматривает возможность отключения целого ряда каналов как Украины, так и России. Он сообщил о том, что мессенджер и так работает с пиковыми нагрузками, что требует от его команды немалых усилий на обеспечение непрерывной и стабильной работы программы. Ну, я думаю, что это как бы официальная причина, и на самом деле все не справляются. Тем не менее, он еще сказал, что каналы довольно часто становятся источником фейковых сообщений, которые связаны с военными событиями. И да, здесь я с ним соглашусь, это действительно имеет место быть. В итоге администрация Telegram не желает, чтобы мессенджер использовался для ухудшения ситуации, которая и так не самая приятная. Поэтому было принято решение о блокировке большинства каналов, которые пишут на тему войн Украины и РФ. Но
Спустя всего час после подобных заявлений в адрес Павла Дурова поступило огромное количество обращений с просьбой не отключать порой единственную для многих простых людей источник информации. И именно в связи с этим команда Дурова передумала и заявила, что как раз таки из-за большого общественного резонанса все-таки не будет ограничивать работу Telegram. Друзья, мне бы очень сильно хотелось вам рассказать о других новых новшествах в виде процессоров, в виде выхода Intel. Там недавно была, скажем так, и презентация, и конференция, и много чего интересного есть еще на самом деле. Но вы уж меня извините, как раз таки из-за всех этих ситуаций, которые сейчас происходят, просто нет, как говорится на украинском языке, натхнення. Дуже тяжко себе переосилити. Поэтому я уж, наверное, даю все-таки ту информацию, которая, актуальна, что ли, более с той ситуации, которая сейчас, которая происходит у меня за окном. Поэтому просьба, не обессудьте, я надеюсь, в скором времени все это изменится к лучшему для всех нас, дай бог. Очень на это надеюсь, вот. Потому что я считаю, что большинство людей все-таки на планете Земля это адекватные, разумные, хладнокровные, которые держат свои эмоции в узде, понимают объективность ситуации. В общем, как бы там ни было, я желаю всем абсолютного здоровья, мира над головой, чтобы все у вас было хорошо. И как бы там ни было, что бы ни происходило, как всегда, пожелаю кайфовой вам игры. Не серчайте.